Мир вокруг нас постоянно меняется, и прогресс сегодня стал невообразимо быстрым. Подумайте о планете, которая была всего 100 лет назад. Медленный и неспешный мир с транспортом на паровой тяге. За это время появились сверхзвуковые самолеты на реактивной тяге, высокоскоростные подводные лодки и даже космические корабли, бороздящие просторы бескрайнего космоса. Такой прогресс стал возможен благодаря развитию персонального и общественного транспорта, работающего на нефтепродуктах. Более того, культ персонального авто стал практически повсеместным на всем земном шаре. К примеру, в настоящее время в США самая высокая концентрация автомобилей на душу населения в мире – чуть более 800 машин на 1000 человек, что выше, чем в Канаде, Европе и Тихоокеанском регионе. В Европейском Союзе показатель чуть меньше – 602 машины на 1000 жителей. Впрочем, сегодняшний персональный транспорт имеет некоторые ключевые недостатки, поэтому глупо считать, что он достиг своего предела. Во-первых, нефть – это невозобновляемый и конечный ресурс, поэтому его добыча становится все более сложной от десятилетия к десятилетию. Поэтому на дистанции автомобили могут лишиться топлива, а следовательно, возможности передвигаться. Во-вторых, защитники экологии часто сетуют на выбросы СО2 и возникновение парникового эффекта из-за транспорта с ДВС. Это дискуссионный вопрос, но автопроизводители также вынуждены подстраиваться под более жесткие год от года нормы выбросов, что не способствует снижению стоимости машин и их появлению на дорогах общего пользования. В-третьих, возникает вопрос инфраструктуры. Современные крупные города, особенно классические европейские столицы с небольшими улочками, просто задыхаются от пробок. И главное – человеческий фактор, который наиболее часто является причиной серьезных аварий. Водители зачастую едут выше своих возможностей, не учитывая текущую дорожную обстановку. Все это подталкивает инженеров и ученых к поиску новых решений и разработок в области более компактного, качественного и безопасного транспорта. И новейшие технологии открывают путь к этому. Конечно, пока рано говорить безапелляционно, но очевидно, что в ближайшие 30 лет произойдет множество кардинальных изменений, и транспорт будущего, зачатки и наработки которого существуют уже сейчас, станет совершенно иным. Мы расскажем о самых вероятных вариантах транспорта завтрашней эпохи. Гиперлуп. Пожалуй, наиболее известный проект принципиально нового подхода к общественному транспорту. Идея Гиперлуп была впервые предложена Илоном Маском еще в 2012 году. Этот вид транспорта будущего предназначен для перевозок на дальние расстояния между городами, странами и даже континентами. Принцип Гиперлуп основан на перемещении людей в капсулах или вагонах, которые путешествуют на высоких скоростях через трубы на большие расстояния. Вы ведь помните транспортные сети из Футурамы, не так ли? Внутри трубок находится среда с низким давлением, лишенная воздуха, а в капсулах используется технология магнитной левитации для движения. Низкое давление и магlev создают среду с очень низким коэффициентом трения, позволяя капсулам двигаться со скоростью около 1000 км в час. Virgin Hyperloop One в настоящее время имеет 500-метровую испытательную трассу в Апексе, штат Невада, под названием DevLoop. Сейчас проекты Hyperloop рассматриваются в Индии, США, Великобритании, Канаде и Мексике. Летающие персональные авто. Этот проект лежит на поверхности. Решение о летающих авто навеяно не только сотнями научно-фантастических фильмов, но также желанием быстрее покинуть автомобильную пробку. Более того, современный уровень технологий позволяет без особых проблем и слишком завышенной стоимости создать небольшой летательный аппарат. И таких примеров уже десятки. К примеру, демонстрация Аэромобиль 3.0 прототипа летающего автомобиля произошла в Вене во время фестиваля пионеров в 2014 году. Инженером проекта стал Крейг Пирсон. Изобретатель указал на то, что такие автомобили могут стать крайне востребованными в будущем, но не сегодня. В данный момент слишком много завязано на безопасности и человеческий фактор. В тот момент, когда роботы и системы управления станут настолько продвинутыми, чтобы обмениваться между собой данными и корректировать курс без участия пилота, летающий персональный автомобиль получит новые перспективы. Автономные летательные аппараты. И здесь мы переходим к следующему этапу – не персональному, а общественному летающему транспорту.
Ответ на вопрос, поднимется ли общественный транспорт в небо, практически однозначный. Более того, это может стать реальностью уже очень скоро. Инженеры уже успели произвести успешные демонстрационные полеты автономных летательных аппаратов AAV. AAV – это, по сути, автономные дроны с людьми, предназначенные для перевозки пассажиров. В большинстве конфигураций этих летательных аппаратов используется вертикальный взлет и посадка через горизонтальные винты, для которых не требуется взлетно-посадочная полоса. Идея состоит в том, чтобы разместить пассажиров в AAV, чтобы они могли съехать с загруженных дорог и добраться до места назначения по прямым маршрутам, что значительно сократит время в пути. Более того, уже существует рабочий проект ИХанг-184. Это концепция городской воздушной мобильности с подключением к сети 5G, управляемая через командный центр умного города, которая должна стать первым в мире воздушным такси, которое дебютирует в Катаре на чемпионате мира по футболу в 2022 году. Поэтому узнать, наступит ли будущее сегодня, мы можем уже очень скоро. Беспилотные такси. Еще один привет от автономных технологий. Беспилотные автомобили находятся на пороге широкого распространения, хотя в значительной степени все они ограничены тестовыми площадками и пилотными проектами. Сегодня они даже ездят по дорогам и активны в таких городах, как Лас-Вегас, где Lyft предлагает автономные поездки за плату за проезд в своем парке из 30 автомобилей Aptiv. Эти автомобили представляют собой нечто большее, чем просто экологичные автомобили. Используя специальный искусственный интеллект, эти футуристические такси общаются друг с другом с помощью интеллектуальной инфраструктуры и интернета вещей, с клиентами и собирают большие объемы данных для повышения эффективности при перемещении по умным городам. Это позволяет не только добраться до места с максимальной эффективностью, объехав пробки, но также оптимизировать городской трафик в будущем. Также стоит вспомнить американского производителя Tesla, который широко использует наработки автопилота в своих линейках. Машины анализируют дорожную ситуацию, разметку, знаки, загруженность полос и умеют не только применять экстренное торможение, это могут многие современные автомобили различных марок, но также лихо объезжать внезапно образовавшиеся на дороге препятствия. При этом участие водителя является необязательным. Более того, сегодня даже Sony и Apple намекают на разработку собственных авто с функциями автопилота. Основной фишкой каждого из этих производителей является красочная и многофункциональная мультимедийная система с огромными экранами, которая позволяет смотреть фильмы и даже играть в игры в процессе поездки. Похоже, что будущее персонального транспорта с мультимедийными коробками, управляемыми автономными роботами, понравится далеко не всем. Но в чем нельзя отказать такому подходу, это в безопасности. Эта концепция уже ближе по духу современным водителям, жаждущим управления транспортом, а не бездумного сидения за огромными экранами. Эта платформа сравнима с AAV, поскольку здесь также используется система вертикального взлета и посадки. Однако вместо того, чтобы быть беспилотным, человек все еще играет главную скрипку. Он едет и управляет ховербайком. Визуально транспорт напоминает обычный квадроцикл с 4 роторами – квадрокоптер, способный перевозить одного человека. Главная цель состоит в том, чтобы предоставить максимальную мобильность и возможность избежать жутких пробок городского транспорта. Ховербайк должен существенно облегчить уличное движение при поездках на короткие расстояния. И главное, уже есть реальные возможности удовлетворить интерес со стороны покупателей. Российская компания HoverSurf сделала Hoverbike S3 в 2019 году. Цельная рама транспорта состоит из углеродного волокна, что гарантирует минимальный вес и максимальную прочность. При этом транспорт является весьма экономичным, ведь работает от электрических батарей. Тестовые испытания показали, что Hoverbike способен развить скорость около 100 км в час и спокойно передвигаться на высоте порядка 10 метров. Этого вполне достаточно для того, чтобы выполнить функцию удобного одноместного транспорта. Ориентировочная стоимость ховербайка составляет около $150 тысяч, что уже не является запредельным показателем. Более того, цена будет падать с ростом спроса, поэтому транспорт имеет неплохие перспективы в ближайшем будущем. Jetpack. Еще один пример удивительного индивидуального транспорта, доступного уже сегодня, это Jetpack.
Компания Martin Aircraft, базирующаяся в Новой Зеландии, уже имеет рабочий прототип, который может летать на высоте 850 метров со скоростью 45 км в час в течение 28 минут. Более того, в планах разработчика создание целой сети по аренде этого транспорта с возможностью забронировать реактивный ранец при помощи приложения на телефоне. Старый новый ДВС. Многие обыватели считают, что современные двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине, дизеле и других нефтепродуктах, уже устарели. Отчасти это верно, но сами моторы внутреннего сгорания определенно еще не сказали последнего слова. Простые пользователи считают, что будущее за электромобилями, но это крайне дискуссионный вопрос. Да, некоторые производители типа Volvo или Audi планируют полностью перейти на электронный модельный ряд уже в ближайшем времени, но электромобили имеют ряд существенных недостатков. Пока это ограниченный запас хода, слишком высокая температура рабочих батарей, зафиксированы неединичные случаи спонтанного возгорания Tesla. И главное, огромное время зарядки. Этот показатель составляет от 40 минут до 10 часов в зависимости от выбранного режима. Более того, электромобили являются далеко не такими дружелюбными для природы, как принято считать. Для создания электромобилей требуется огромное количество аккумуляторных батарей, а добыча материалов и их производство являются весьма неэкологичными. Как и утилизация подобного транспорта. Выход есть и найден уже давно. Еще в 70-е годы 20 века в СССР был создан экспериментальный автомобиль на базе «Москвич-412». Авто заправлялось обыкновенной дистиллированной водой, а работу обеспечивал водород, получаемый в результате распада H2O. Сегодня также создано несколько рабочих вариантов, но уже инженерами BMW на базе 7-й серии. Такой автомобиль работает по схожему с привычным нам принципу. Он заправляется сжиженным водородом, а в результате распада образуется дистиллированная вода. Конечно, осталось решить ряд нюансов, типа обеспечения безопасности при авариях, водород крайне взрывоопасный газ, работы в отрицательных температурах или инфраструктурных вопросов. Но, похоже, это является намного более интересной и привлекательной веткой развития современных автомобилей. Выводы. Мы живем в удивительное время, когда каждый день может появиться интересная технология, которая сделает мир не таким, как прежде. Уже сейчас существует множество оригинальных наработок, способных сделать транспорт более быстрым, удобным, безопасным и так далее. И это только те, которые мы знаем. Вполне возможно, что есть совершенно восхитительный проект, которые пока не интересны рынку сбыта или попросту опережают время. Ясно одно – уже через 20-30 лет транспорт будет совершенно и принципиально иным, чем тот, который мы привыкли видеть. И это крайне интересно. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!